Привет, друзья! Нурлан Сабуров, стендап-комик, 28 лет, номинант в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Новые медиа». Покоривший российскую публику юморист из Казахстана говорит, что больше всего ему нравится выступать на площадках в Москве и Санкт-Петербурге, вмещающих до 7 тысяч зрителей. Выступление перед огромным залом добавляет азарт, заставляет работать на максимум, а еще приносит хороший доход. Ну а перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запустите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Нурлан Сабуров и сколько он зарабатывает. Один из самых популярных в России комиков Нурлан Сабуров родился в казахском городе Степногорск 22 декабря 1991 года. По его словам, все члены семьи, включая бабушку и дедушку, были удивительные шутники и приколисты. В доме постоянно царила атмосфера юмора и веселья, которую впитывал в себя маленький Нурлан. Смешить людей, выступать на публике ему нравилось еще с детства. В школе он постоянно разыгрывал одноклассников. Доставалось от его чувства юмора и преподавателям. Нурлан неплохо учился, на досуге занимался спортом. 8 лет посвятил боксу. В старших классах парень увлекся игрой в КВН, выступал за школьную команду и даже участвовал в высшей казахской лиге. Получив среднее образование, Нурлан переехал в Екатеринбург, где поступил на факультет физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета. Будучи студентом, он продолжил играть в КВН, выступая за университетскую команду. В Екатеринбурге у начинающего комика появились новые знакомые, которые предложили ему попробовать себя в новом юмористическом жанре стендапе. Тогда он даже не подозревал, что в дальнейшем это занятие станет делом всей его жизни. Серьезно увлекшись стендапом, начинающий юморист стал писать монологи и выступать с ними на импровизированных концертах в Екатеринбурге. На одном из таких мероприятий его заметил уже состоявшийся на тот момент комик Дмитрий Романов. Он был хедлайнером, а Нурлан был у него на разогреве. Шутки Нурлана произвели на Романова впечатление, и он посоветовал молодому стендаперу отправить записи выступления редакторам шоу «Стендап» и подать заявку на участие в рубрике «Открытый микрофон». Нурлан воспользовался его советом, особо ни на что не рассчитывая, а потом был несказанно счастлив, получив приглашение выступить на шоу. Молодой казахский комик сразу покорил зрителей своей уникальной манерой выступления. Низким голосом, нарочито небрежным стилем, необычной мимикой и слегка циничными шутками. Понравился он и маститым стендаперам, вроде Павла Воли и Руслана Белого, и вскоре получил предложение стать уже резидентом шоу «Стендап». Окончив университет и получив диплом по специальности организации работы с молодежью, Нурлан перебрался в Москву, где активно выступает со своими оригинальными номерами на канале ТНТ, а также ведет успешную гастрольную деятельность. В первых своих выступлениях Сабуров часто шутил про сложности выживания молодой семьи с ребенком и мопсом в Москве, про то, как они живут в съемной квартире, про то, как он зарабатывает, а жена тратит, про Lexus в кредит. Со своей будущей женой Дианой Нурлан познакомился в Екатеринбурге, когда они были еще студентами. Встречались они довольно долго, пока девушка не забеременела. Влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре на свет появилась маленькая Мадина. Так, Нурлан, будучи еще студентом вуза, стал молодым отцом. О рождении малышки он узнал, сидя на паре. Личная жизнь не стала помехой для карьеры артиста. Супруга юмориста однозначно является его музой. Нурлан часто рассказывает о времени, проведенном в Екатеринбурге. В своих выступлениях редко когда не упоминает в монологах любимую жену и дочку, а также мопса, которого семья завела вскоре после рождения дочери. А пока молодому студенту нужны были деньги, Сабуров вел свадьбы и корпоративы в дуэте с екатеринбуржцем Николаем Тисенко. Вскоре после дебюта на сцене проекта «Стендап» Нурлан Сабуров стал узнаваемым и любимым по всей России и за ее пределами. Вместе с другими резидентами шоу он гастролирует по стране и ближайшему зарубежью. Гастроли по стране позволяют получать около 600 тысяч рублей за концерт. В конце 2017 года состоялся сольный тур Сабурова, который получил название IQ. В перечень мест, которые посетил комик, вошли более 20 городов России и Казахстана. В марте 2018 года Сабуров провел сольный концерт в Астане. Это выступление при поддержке ТНТ и родного для артиста проекта «Стендап».
Но на сцене в этот раз выступает только сам юморист с несколькими часами самобытного стендапа. В декабре того же года прошел первый сольный телеконцерт комика. По признанию самого комика, раз в полгода он проводит проверочные выступления, на котором отбирает материал для больших выходов на сцену. В том же году вышел документальный фильм о Нурлане «Просто Сабуров», который снял режиссер из Казахстана Кана Бейсекеев. Вместе с Нурланом автор документалки отправился в родной для комика Степногорск, на гастроли в Алматы и на боксерский бой в Лос-Анджелес. В планах у комика и дальше заниматься любимым делом и, быть может, попробовать себя в кино. В 2019 году артист вместе с комиками Алексеем Щербаковым, Тамбим Асаевым, Рустамом Рептилоидом и Артуром Чапаряном запустили комедийное шоу «Что было дальше» на YouTube-канале Label.com. Его суть в том, что известные артисты и другие гости рассказывают начало какой-либо истории, а комики пытаются угадать продолжение, перебивая рассказчиков и подшучивая над ними. В гостях у шоу были Лолита, Гарик Мартиросян, Денис Дорохов, Шура и другие. То, что популярные блогеры зарабатывают на видеоплатформе миллионы, известно всем. Теперь же озвучены конкретные суммы. Как оказалось, больше всех получают владельцы канала Label.com, лицом которого является Нурлан Сабуров. Они выручили около $3,5 миллионов за год. Реклама в проекте «Что было дальше» выкупается на месяц вперед. За год на канале вышло 19 роликов, которые набрали суммарно 13 миллионов просмотров. Реклама на канале в среднем самая дорогая и востребованная. Она продается на несколько месяцев вперед. Отмечается, что среди рекламодателей такие крупные компании, как «Газпромнефть» и Samsung. Нурлан поддерживает связь с коллегой Азаматом Мусагалиевым и рэпером Скриптонитом, казахами по национальности. В 2019 году Нурлан стал героем передачи Юрия Дудя и Ивана Урганта. Гастрольный график артиста в России и за границей расписан аж до конца 2021 года. Гонорар Сабурова за выступление оценивается в $10 тысяч. А в недавнем выпуске интернет-передачи «Интервью с комиком» Нурлан признался, что за одно выступление со стендапом он раньше мог получить $5 тысяч. Сегодня же у него выходит 1 миллион рублей в месяц. Возможно, Нурлан бы и не раскрыл секретные данные своих заработков, но его интервьюировал Дмитрий Романов. Поэтому Сабуров раскололся. Неплохие заработки позволили Сабурову купить дом в Подмосковье. Он находится примерно в 20 километрах от МКАДа, в сторону Новой Риги. Можно порадоваться за Нурлана Сабурова, который может полноценно обеспечивать свою уже немаленькую семью. Жену Диану, дочь Мадину и сына Тагира. Также у Нурлана в Степногорске есть мама, дедушка и тетя, которых он тоже поддерживает материально. В мае 2020 года Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 30 до 30. В этом рейтинге представлены знаменитости, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе. В список самых респектабельных россиян вошел Нурлан Сабуров, хотя он сам родом из Казахстана. В результате Нурлан назван одним из самых финансовых перспективных комиков России в этом году. В целом, Сабуров уже сейчас собирает полные залы по 7 тысяч зрителей в Москве и Петербурге. За сольный концерт в столичных городах он зарабатывает 1 миллион. Теперь поговорим об автомобилях Нурлана. Его первой машиной стал ВАЗ-21099. Когда у Нурлана стали появляться деньги, он смог себе позволить купить новенький Ford Focus третьего поколения. Позднее Сабуров нашел для себя нормальный внедорожник, которому не страшны российские дороги. После гастрольного тура парень купил машину своей мечты – Cadillac Escalade. Машина стоит более 4 миллионов рублей. Сабуров считает данное приобретение нерациональным. Она очень большая, неповоротливая для Москвы, и расход топлива у машины очень большой. А еще Нурлан шутит, что чувствует себя некомфортно, когда садится за руль. Он уверен, что окружающие люди думают, что он либо угоняет эту тачку, либо является лишь водителем и будет ждать своего работодателя. Что ж, если вам понравилось данное видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!